Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Николая Гоголя «Шинель», смотрите это видео и будете знать об унылой, никому не нужной жизни одного мужика столько же, сколько и человек, который прочитал эту повесть. Я уже ранее записывал пересказ Шинели, но тогда звук был хреновым, потому решил залить новое видео. Написал Гоголь повесть в 1841 году. События происходят в тот же период в Петербурге. Итак, в одном департаменте служил один человек низенького роста, с лысиной на голове. Должность его называлась титулярный советник. Звали его Акакий Акакиевич Башмачкин. Над таким именем матушка думала очень долго и в конце концов назвала как его отца. Когда и в какое время Башмачкин поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всегда на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. На работе Акакия не уважали. Не за что было его уважать. Основной задачей Башмачкина было переписывание текстов. Ему клали на стол бумагу с текстом, и он его красиво переписывал. Причем не делал ни одной ошибки. Но коллеги стебались с него постоянно. Башмачкин все сносил, никогда не возмущался, лишь иногда просил не обижать его. Работу свою любил, даже домой носил тексты, чтобы там с ними работать. Потом ложился спать, улыбаясь, заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет ему переписывать завтра. Однажды один директор пытался его даже повысить и дал другую работу. Но Акакий Акакиевич отказался и вернулся к переписыванию. Картина понятна. Обычный лузер. Ходя по улице, он оказывался под окнами домов именно в то самое время, когда из них выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки. Как-то наш герой заметил, что ему стало холодно ходить из дома на работу. Осмотрев свою шинель, он увидел, что в 2-3 местах, а именно на спине и на плечах, она сделалась точно тряпка. Сукно до того истерлось, что сквозило и подкладка расползлась. Кстати, с его шинели на работе тоже постоянно смеялись. Акакий Акакиевич решил отнести шинель в ремонт портному. Портной Петрович говорит, что не возьмется за работу, уж больно шинель хреновая. Акакий очень просил портного отремонтировать ее. Ни в какую. Новую, говорит, покупать нужно. Сколько же новая будет стоить? Рублей 150, ответил Петрович. У Акакия Акакиевича чуть сердце не остановилось от такой суммы. Здесь нужно сказать, сколько он зарабатывал. 400 рубасов в год. То есть Петрович ему озвучил сумму, равную его 5 месячным зарплатам. Или 200, если хочешь очень хорошую шинель, сказал ему портной. Идет Акакий и думает, приду-ка я к Петровичу в воскресенье, когда тот будет навеселе после субботней пьянки. Тогда он согласится отремонтировать шинель. Еще гривенник ему дам. Пришел. Петрович был пьян, за гривенник поблагодарил и сказал, что нужно новую шинель шить. С этой истиной Башмачкин стал понемногу свыкаться. Подумал, что и за 80 рублей Петрович шинель пошьет. Половина у него уже была, накопил. Осталось еще рублей 40 насобирать. Акакий Акакиевич думал и решил, что нужно будет уменьшить свои расходы, по крайней мере в течение 1 года. Перестать пить по вечерам чай, не зажигать по вечерам свечи, а если что-то понадобится делать, идти в комнату к хозяйке
и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть преждевременно обувь. Как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, снимать его и оставаться в одном только халате. Поначалу ему было трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то свыклось. Зато теперь у него появился смысл в жизни – шинель купить. На работе Акакий Акакиевич получил премию, рассчитывал на 40-45 рублей, а дали 60. Еще 2-3 месяца голодания и заветная сумма будет накоплена. И вот свершилось. Вместе с Петровичем они пошли по магазинам ткань выбирать. Классную выбрали. На воротник Башмачкин хотел купить куницу, но не потянул ее. А вот на кошку денег хватило. Издали отличить кошку от куницы было невозможно. 2 недели Петрович шил шинель. Взял за это 12 рублей. Так немного, потому что Акакий его знакомым был. А другие за такой пошив брали 75 рублей. На работу Акакиевич летел как на крыльях. Там все в ту же минуту выбежали смотреть на новую шинель. Поздравляли. Сказали, что хорошо бы выставиться Акакию за такую покупку, чтобы шинель носилась хорошо. Тот стал морозиться. Выручил один чиновник, который сказал, что выставится вместо Башмачкина. Тем более, что он сегодня именинник и пригласил вечером всех к себе домой. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Вечером пошел на вечеринку. Очень неловко себя там чувствовал. Хотел было уйти пораньше, ведь в это время он, как правило, уже спал. Не отпускали. Тогда он втихаря сам свалил. Вышел на улицу и пошел домой. Было около полуночи. Что-то на душе тревожно стало у Акакия Акакиевича. И тут 2 гопника навстречу. «А шинель-то моя», — сказал один из них. Сняли с чиновника шинель, дали подсрачник и ушли. Акакиевич был подавлен. На работе ему посоветовали обратиться к одному значительному лицу, чтобы тот помог с поисками шинели. Акакий очень надеялся на это значительное лицо. И вот этот человек накричал на бедного Башмачкина, после чего он не понимал, что вообще происходит. Вышел на улицу. В мороз. На морозе простудился, слег в постель и благополучно помер. И остался Петербург без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Но наш герой еще дал о себе знать. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, который ищет какую-то утащенную шинель и, не разбирая чина и звания, снимает их с людей. Один из департаментских чиновников видел этого мертвеца и узнал в нем Акакия Акакиевича. Однажды то самое значительное лицо ехало к своей любовнице и вдруг почувствовало, как его кто-то дергает за воротник шинели. Обернувшись, оно узнало Акакия Акакиевича. «Твоей-то шинели мне и нужно», — сказал Акакий и отнял шинель у него. После этого мертвеца на мосту больше никто не видел. На этом все, друзья.